Добрый день! Сегодня я буду делать батон горчичный. Горчичный батон – это классика советского хлебопечения. Все мы его любили, наряду с батоном нарезным, но мне кажется, что у горчичного более яркий вкус. И сегодня я буду делать батон именно горчичный. Для горчичного батона у меня уже готова опара, моя базовая пшеничная опара 100% влажности. Вообще, если идти по классической рецептуре, там опара другого состава, но я решила упростить себе задачу и сделать на моей базовой пшеничной опаре. Мне нужны весы, и начинаем мы замес. Этот рецепт интересен тем, что у нас будет так называемая переделка теста. То есть то, что я сейчас замешиваю, это уже тесто. Опара у меня здесь в миске, сейчас будет тесто, и потом будет еще переделка теста. Так, пшеничной опары мне потребуется 80 граммов. Как делается базовая пшеничная опара, я оставлю ссылку в описании. Те, кто этого еще не знают, пользуйтесь, потому что это очень универсальная пшеничная опара, на ней очень много всего можно испечь. Тесто на батоны характеризуется тем, что у него довольно низкая влажность. Это плотное тесто с мелкой пористостью. Я беру холодную воду, и воды мне потребуется 130 граммов. Я сейчас делаю порцию на 2 батона. Если вы хотите больше, увеличивайте порцию пропорционально. И 300 граммов муки. Я добавила муку высшего сорта. Меня просили указывать процент содержания белка. В данном случае это самая обыкновенная мука. Процент белка 10,3. Это обычная мука из наших сетевых магазинов. Я думаю, что таких сортов муки в каждом регионе, если не несколько десятков, то 3-4 вида точно есть. И местная, и привозная. Наверняка она у вас есть. Тесто плотное, поэтому сразу его удобнее будет замешивать руками. Я сразу добавлю соль. И как таковой аутолитической паузы делать не буду. 5 граммов соли, сразу все замешу. Сейчас тесто нужно замесить в плотный шарик. Такое плотное тесто – самый удобный способ замешивать растиранием. Это классический способ, который еще называют бабушкиным. Мы вот так вот тесто растираем. В батоне нам не нужны крупные поры. Нам нужен равномерный мелкопористый мякиш, поэтому влажность этого теста около 50%. Можете немножко повыше сделать влажность. Смотрите по влагоемкости вашей муки. Я сейчас замешу. Хоть я сказала, аутолитической паузы не буду делать, но я после замеса тесто оставлю полежать, а потом еще подмешу. Тесто получается плотное, практически как на пельмени. Да не практически, а как на пельмени. И чтобы оно лучше замесилось, я сейчас оставлю его на несколько минут полежать. Так, перейду на стол. Ну все, я замесила такой тугой колобок. Я дам ему полежать минут 20. И после этого подмешу еще, чтобы оно стало более пластичным и однородным. Оставляю, засекаю минут 20. Тесто на батон у меня постояло. Сейчас я хочу его домесить до полной однородности. И после этого ставить на брожение. Если попадаются какие-то сухие кусочки, лучше их убрать, не оставлять в тесте. Все, сейчас тесто замесилось моментально. Оно хорошее, плотное, красивое. И я его оставляю на брожение на 3 часа. Никаких обминок делать не буду. Оно у меня просто сейчас будет бродить. Отправляю в миску. Брожение при комнатной температуре. Температура сейчас у меня 24 градуса.
Если у вас прохладнее, это хорошо. Если у вас теплее, то ставьте периодически в холодильник, охлаждайте тесто, чтобы оно не перекисало. Оставляю на 3 часа в покое. Это мое тесто на батоны горчичные. И сейчас нам предстоит очень интересная операция, которая называется переделка теста. Это тесто пробродило у меня 3 часа. И сейчас я еще с ним поработаю. Я беру тесто, переворачиваю, беру весы и добавляю сахар. Сахара немного, примерно граммов 7. И поскольку батон у нас горчичный, он должен оправдать свое название, и я добавляю горчичное масло. У меня вот такое горчичное масло. Оно даст вкус и аромат нашему батону. 30 граммов масла. Достаточно много масла. И теперь мне нужно замесить тесто с этими новыми для него ингредиентами. Необходимо добиться, чтобы у нас весь сахар вошел в тесто и все масло вошло в тесто. Замешиваем. В результате мы получаем так называемую переделку теста. Все, я замесила великолепное тесто на батоны горчичные. Все масло вошло внутрь. У меня осталось масло на миске. И теперь я оставляю это тесто на брожение на 2 часа. И через час делаю одну обминку. Оставляю на 2 часа. Тесто на горчичные батоны у меня простояло час на брожении. Сейчас я делаю ему обминку. Обминка будет легкая в таком формате складывания. Добавление масла сразу изменило текстуру теста. Оно стало очень-очень нежным, и оно мне очень-очень нравится. Оставляю бродить еще на час, а потом будем формовать. Так, смотрим на тесто на горчичный батон. Оно у меня хорошо выбродило, я чувствую это. Выкладываю его на стол. Видно, какой разрыхленный. И сейчас я буду его формовать. Делю на 2 батона и взвешу. 262, 296. Стандартный вес батона около 250 грамм. Мне чуть покрупнее будет. 277, 282. Пусть будет так. Так, сейчас нужно округлить заготовки. Уже традиционно округляю, подворачиваю все под себя и протягиваю по столу, делая вот такую глянцевую, очень красивую поверхность. И вторую заготовку округляю точно так же. И сейчас я их оставлю на отлежку на несколько минут. Чудесное получилось тесто, мне очень нравится. Оставляю на отлежку минут на 15 и после этого сформую, а пока приготовлю полотенце, на котором буду растаивать. Ну и пора заформовать батоны. Я беру заготовку, аккуратно ее распределяю. И на батоны мы можем даже раскатать заготовку, потому что нам нужен очень однородный мякиш. Можно катать, не переворачивая заготовку. Нам нужен почти прямоугольный, но скорее овальный пласт. И теперь мы берем вот этот край и начинаем его плотно рулетом заворачивать. Проходим раз, проходим второй раз, подтягивая пальцами, чтобы рулет получался плотный.
Проходим третий раз. И так делаем до самого конца. Если есть большие пузыри, лопаем. В этом изделии нам большие пузыри не нужны. Тонковатый получился он для батона. Но в этом случае мы можем его подсобрать немножко вот так в серединку. Все. У меня приготовлено полотенце. И вот в эти бороздки между полотенцами я укладываю на расстойку швом вверх. И со вторым делаю все то же самое. Так, когда мы формуем, мы делаем следующим образом. Я ставлю палец, подхватываю тесто и прижимаю. Опять ставлю палец, подхватываю тесто и прижимаю. Это первый проход. Второй проход я подворачиваю и затягиваю, подворачиваю и затягиваю, подворачиваю и затягиваю. И все последующие проходы, они такие же. То есть мы делаем очень плотную формовку рулета, проходя каждый новый виток и подтягивая. Так, залепляем шов, прокатываем. Я не хочу прокатывать сильно вдоль. Так, и укладываю швом вверх. Все, я сейчас присыплю мукой, накрою пленкой и оставляю до полной расстойки. Это примерно 1,5 часа времени. Багеты мои подошли, они хорошо расстоялись. Сейчас я убираю полотенца, которые их подпирали, и буду их отправлять печься. У меня уже разогревается мой камень. На 250 градусов он греется больше часа. И сейчас я их переложу. Сейчас подвину и переложу. У меня есть бумага пекарская, я ее уже использовала. И можно ее использовать второй раз. Аккуратно переворачиваю. Ничего страшного, что у меня на край легло. Так. Перекатываю второй. Аккуратно. Теперь надо сделать надрезы. Надрезы выполняем наискосок и вдоль. Я думаю, что 3 надреза будет достаточно. Все, отправляю в духовку примерно на 12-15 минут. Батоны мои готовы. Пеклись они 15 минут. Итого. Чуть позже я их разрежу, и мы посмотрим, какие они внутри. Они, конечно, не идеальные по форме, но это домашние хлебопеченье, они имеют право на такую форму. Разрежем чуть попозже, попробуем, посмотрим. Вот такие получились горчичные батоны. Один уже съели, ну а второй я покажу вам на разрезе. Вот такая у него мякоть. Она желтоватого цвета. И это за счет горчичного масла. Оно дает такой красивый солнечный цвет. Хороший мякиш, пористый, однородный. Очень приятный аромат у этого батона. Всем рекомендую испечь такой батон. Я думаю, он вам понравится. Подписывайтесь на мой канал, и мы с вами испечем еще много всего интересного.